видео. В этом видео мы на пути в аэропорт, потому что сегодня я улетаю домой в Казахстан. Марк со мной, к сожалению, не летит. В этом году я еду домой на целый месяц, и у него на этот месяц тоже есть свои планы. Он летит в Германию с мамой и с тетей. Так что этот месяц мы будем отдыхать друг без друга. It's been a long time since we've done one of these videos. She's leaving me for a month. Yeah, I'm gonna be on the other side of the world, but she's gonna get to spend time with family and friends. В этом году я лечу домой на такой большой срок, потому что я наконец-то закончила учебу. У меня закончился мой самый последний семестр в университете. Все, я выпускница. Да, я прилечу обратно в Канаду. 9 июня у меня будет мой выпускной. Свой самый последний экзамен я сдала 2 недели назад. Так что 2 недели у меня было время просто отдохнуть с Марком. Мы наслаждались хорошей погодой, просто хорошо проводили время. И сейчас я еду домой, отдохну немножечко дома с родителями, проведу время. Я утром накрасилась и потом, видимо, плакала из-за того, что я уезжаю, у меня осталась полоска от слез на щеках. Грустно, конечно, прощаться. Последний раз, когда я летала в Казахстан одна, это было 2 года назад, и тогда я уезжала на 2,5 месяца, так что сейчас всего месяц. We got a lot of time to make up for, when you come back in June, because we gotta go camping, we gotta go to the beach, go for bike rides. Да, но мы хорошо провели вот эти вот 2 недели. Получается, у меня прошел мой последний экзамен. Я сдала очень хорошо все свои последние экзамены. Я думала, у меня этот семестр не очень получится в итоге. Я получила самые высокие баллы в классе. Отлично закончила этот семестр. Дала IELTS, потому что он мне будет нужен для получения одного документа в будущем, разрешения на работу. Как я сдала свой IELTS, мы с Марком поехали на кемпинг. Мы ездили всего на 1 ночь, то есть на 2 дня. Мы ездили на натуральные горячие источники, мы поснимали с дроном. Так что сейчас вы посмотрите, как мы съездили на кемпинг, на горячие источники.
была просто нереально горячая. То есть сами горячие источники находились прям рядом с ледяной горной речкой. Знаете, такой контраст. Мы ездили кататься на мотоцикле по городу. Была хорошая погода. Вчера мы поехали в Америку. Такой знаменитый американский магазин. Я ни разу не была. И так наши дни и проходили. И сейчас я лечу домой. Буду отдыхать дома. Марк будет очень много работать эти 2 недели, а потом тоже поедет в свое путешествие в Германию, на свою историческую родину. И всего я вернусь к вам уже в Казахстане. Ну все, увидимся. Пока-пока. Всем привет! И сегодня уже 31 мая, и дома я провела ровно месяц. Завтра будет 1 июня, и я уже вылетаю обратно в Ванкувер. Этот месяц прошел безумно быстро, и, наверное, последнее разговорное видео, которое я снимала, было тогда, 29 апреля, в машине с Марком. Мне кажется, в этот раз я просто по полной наслаждалась временем с семьей. Конечно, месяц кажется долгим сроком, но мне показалось, что я могла остаться и на дольше. 2 месяца этого оказалось недостаточно. Сейчас я просто хочу вкратце рассказать, как прошел этот месяц, как я проводила свое время, свой рассказ о моем путешествии с самого начала, о том, как я добралась в Казахстан. В этот раз я решила арендовать капсулу. Получается, провела там всю ночь, я попыталась поспать, потому что в самолете поспать мне не удалось. Было очень тяжело, я, конечно, очень устала. После почти 20 часов в самолете без сна я заселилась в свою капсулу и просто провела там всю ночь. И, знаете, просто было комфортно. У меня было много места, я позанималась какими-то делами, я смогла зарядить свой ноутбук и свой телефон. Знаете, вот это время ожидания, мне кажется, самое тяжелое, когда уже пролетела вот этих вот 2 длинных перелета, и у меня остается еще больше 16 часов пересадки. Вот это очень тяжело. Я уже устала, мне ничего не охота, и я все еще жду своего перелета, и просто любая мелочь меня выводит из себя. Я просто пожалела, что я вернулась обратно, и тем более на такой долгий срок, как я думала. После того, как я уже приземлилась в Уральске, я наконец-то повидалась со своей семьей. На следующий день я встретилась со своей бабушкой и с моими тетями. Первый день обычно я стараюсь отдыхать, переходить в себя, потому что мои биологические часы занимают какое-то время, чтобы перестроиться. Следующий день у меня почему-то поднялась температура, и было какое-то просто недомогание. Я записывала, что я делаю каждый день, так что я буду смотреть и рассказывать вам, что я делала каждый день. Следующий день у меня поднялась немножечко температура, и было легкое недомогание, хотя в тот день я должна была встретиться с Глебом и встретиться с Катей Семенат, если у меня получилось бы. К сожалению, я ни с кем не встретилась в тот день, потому что я просто не домогала. Думала, что после самолета у меня просто было какое-то не очень хорошее состояние. Потом на следующий день мне немножечко полегчало, и надо было поменять паспорт, сделать новую карту, так что этим надо было заниматься в срочном порядке. И вечером я уже пошла в бильярд с Глебом, с Ромой и с его девушкой Дианой. В следующий день я также встретилась со своими подружками, я встретилась с Семенат, мы с ней посидели, поболтали, наверное, часа 3, немножечко прогулялись. И чуть позже мы встретились с Кариной, Катей и Викой. Я очень давно не виделась с девочками. И также на той же неделе я встретилась со своей семьей, я встретилась со своей двоюродной бабушкой, со своим дядей, со своим братом Антоном и его женой Дашей, и также с нашими друзьями семьи. Знаете, мне было так радостно увидеть свою семью, потому что приезжаю я всего раз в год, и чаще всего это всего на 2 недели, и за эти 2 недели я не успеваю увидеться со всеми, так что с кем-то я не виделась
несколько лет. В тот день мне стало прям совсем плохо, и я начала заболевать еще сильнее. Видимо, я не долечилась тогда в первый раз. И из моего месяца дома у меня просто пропала неделя. Было, конечно, грустно терять столько времени. И так из лимитированного времени, которое у меня было здесь, а не как-то продуктивно проводить время с семьей. Постепенно я начала поправляться, выздоравливать. Одним из моих планов здесь, в Уральске, было найти платье на выпускной, так что мы с мамой очень много гуляли, ходили, искали для меня платье. К сожалению, мои родители не приедут на мой выпускной. Они будут смотреть его онлайн, но зато они посмотрели на мое платье и на мой образ, как я буду выглядеть вживую в тот день. Еще из полезного я помогла маме переделать также очень много дел по дому. Съездила к бабушке, помогла ей. Часть из-за того, что я на неделю не запланировала, выпала из своего графика из-за болезни. Все дела и то, что я должна была выполнить раньше, сместилось на неделю позже. Уже ближе к концу моей поездки я прошла курс по зефирной флористике. Это тоже такая очень интересная тема. Видела в Инстаграме эти красивые цветы, или как высаживают вот эти вот тюльпаны из насадок, как они ни у кого не получаются. Я думаю, что может быть в этом сложного. Моя мама увидела в Инстаграме курс от девушки, которая прилетала с Алматы в Уральск и проводила свой 3-дневный курс, и мне посчастливилось побывать на этом курсе. Это был очень интересный курс, очень интенсивный, потому что за 3 дня мы разобрали достаточно-таки много видов цветов. Большая часть цветов выполнялась вручную, то есть мы вручную отсаживали каждый лепесток. И знаете, со стороны это выглядит достаточно-таки просто. Но когда ты берешь в руку этот мешок с зефирной массой и пытаешься отсадить вот эти лепестки, это вообще нелегко. Я начала понимать, почему у людей было так много проблем с садкой вот этих вот тюльпанов зефирных. Потому что в этом деле так много нюансов. Я просто рада, что я прошла этот курс и что я научилась дополнительному навыку. Могу также делать такие зефирные букеты, зефирные коробочки. И вот такие вот красивые композиции. Получила сертификат. И за весь курс мы изготовили достаточно много цветов. У меня получилось 2 букета и коробочка с оставшимися цветами, пионами и тюльпанами. На следующий день после окончания своего курса я сходила в школу к своей любимой учительнице по казахскому Айгуль Спаскановне и вручила ей один из букетов, который я сделала в знак благодарности за то, что она была моей учительницей. Так приятно было снова зайти в школу, посмотреть, что изменилось, посмотреть на новое поколение учеников. Эта неделя была просто расписана какими-то дополнительными планами, типа пойти подстричься. Я отстригла, наверное, сантиметров 10 или 15. Также последние 3 дня здесь у меня были наполненные встречи с нашими друзьями семьи, с родственниками. И так приятно было со всеми повидаться. И позавчера был, наверное, первый день, когда я просто смогла выйти погулять за все это время. Вот просто погулять и посмотреть на город. Вышли с мамой и с ее коллегами на Стеллу. Я посмотрела на новый парк. Я заметила, что в Уральске появилось очень много новых парков и новых построек. В принципе, так и прошел мой месяц в Казахстане. И знаете, где-то, наверное, середины месяца, середины моей поездки, я просто каждый день начала думать о том, что я не хочу уезжать, что мне просто очень комфортно дома. Я очень скучала по своей семье, по своим родителям. Надеюсь, я буду приезжать еще чаще к своим родителям, потому что до этого я могла приезжать только раз в год, вот на свои майские каникулы. Сейчас мой график уже не будет зависеть от каникул. За эти 5 лет, как я учусь в Канаде, я, наверное, приехала домой всего 5 раз. Мне кажется, отъезд в этот раз для меня будет самый тяжелый, потому что в этот раз я прям действительно чувствовала, что я не хочу уезжать. До сих пор чувствую, что не хочу уезжать. Я просто даже не могу описать это чувство, как хорошо мне было дома. И я пыталась просто максимально наслаждаться временем дома, потому что пока что я не знаю, когда я приеду домой в следующий раз. Каждый раз, когда я уезжала в Канаду, у меня всегда был билет обратно, и я всегда знала, что я могу вернуться, я всегда знала дату, когда я приеду обратно, а в этот раз
у меня билет в одну сторону. Также в этот раз я лечу новым для себя рейсом. Я лечу не через Германию, я лечу через Турцию. Будет интересно изучить новый для меня аэропорт. Надеюсь, мои следующие 3 перелета пройдут легко, быстро. Я даже не замечу, как окажусь в Канаде. К сожалению, снимала я не так много в этот раз. Я постараюсь сделать видео из того, что у меня есть, потому что мне все равно хотелось бы запечатлеть эту поездку домой. Я очень довольна этой поездкой. Конечно, были еще какие-то планы, которые не получилось воплотить. Думаю, на этом я хочу завершить этот фрагмент, а может быть даже и видео, и сказать всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч в новом видео. Всем пока-пока. После гонок, после бурь, всех прости и все забудь. Помните, нужно лишь об одном. Как бы ни был долг путь, ты найдешь когда-нибудь место, где любовь и твой дом. Там не старятся друзья, неразлучны ты и я. Там особый цвет у небес. Дом, который как маяк, светом в окнах мне сияет. Мне хорошо только здесь. Мой дом, мой милый дом. Там, где с тобой мы вдвоем. Мой дом, мой милый дом. Мы вернемся и так поем. Там, где мы с тобой вдвоем. Там мой дом, милый дом. Долг путь к себе самой, возвращаюсь я домой через времена и мосты. Воркута и Ереван, Украина, Казахстан, и везде со мною духи. Мой дом, мой милый дом. Там, где с тобой мы вдвоем. Мой дом, мой милый дом. А еще 2 дня назад, пол 11 ночи, нам в домофон позвонил курьер и сказал, что у меня есть доставка цветов. Мне прислали вот такой вот букет с надписью «Яна, приезжай почаще». Я даже не знаю, от кого эти цветы, не знаю, кого благодарить, но большое спасибо отправителю этих цветов. Там,